Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на просторах нашего канала. И сегодня мы поговорим о многим нам знакомой и неприятной составляющей нашей жизни. Вы устали, но не можете заснуть. Ситуация, о которой многие знают не понаслышке. Если у вас не получается сразу заснуть, не спешите бежать за снотворным. Сегодня мы расскажем о способах, которые помогут вам быстро уснуть и набраться сил перед новым днем. Первое. Соблюдайте режим. Вы уже легли, а заснуть все равно не получается. Это может быть обусловлено тем, что организм не приспособлен для засыпания в это время. Если вы не соблюдаете никакого режима, ложитесь и встаете всегда в разное время, то нет ничего удивительного, если в одну из ночей заснуть не получается. Поэтому в такой ситуации есть только один совет. Начните соблюдать режим сна. Ложитесь и вставайте всегда в одно и то же время, будь то рабочие дни или же выходные. В детстве, конечно, всем нам было проще, за этим режимом наблюдали родители. А теперь нужно делать это самостоятельно. Можно попробовать поощрять себя за неделю правильного режима. Если целую неделю вы вставали и ложились в одно время, вознаградите себя приятной покупкой или походом в кино. Второе. Ограничивайте питание. Многим трудно дается лечь спать на голодный желудок и могут уснуть только наевшись до отвала. Такой подход к вопросу абсолютно неправильный. Специалисты советуют кушать примерно за 3-4 часа до сна, и такой ужин должен включать в себя определенные продукты. Если вы, например, очень любите сладкое, то наевшись его, заснуть у вас все равно не получится. Правильный ужин должен состоять из легкой углеводной пищи. Такая еда способствует выработке гормона серотонина, а он способен вызывать сонливость. Для ужина идеально подойдут такие продукты, как рыба, зеленые овощи, мясо и яйца. Также от употребления кофе, зеленого чая и шоколада следует воздержаться. Они вызывают прилив энергии в организме. Можно позволить себе небольшое количество алкоголя перед сном, но с этим способом стоит быть осторожнее. Настраивайтесь на сон. Привыкли смотреть телевизор перед сном или играть в телефон? От таких привычек следует отказаться, потому что именно они и мешают вам заснуть. Все дело в том, что мозг воспринимает свет от телевизора или смартфона как дневной свет, и из-за этого не вырабатывает нужный гормон мелатонин, который отвечает за нормальный сон. Поэтому постарайтесь ограничивать использование своих любимых гаджетов перед сном, и это должно значительно ускорить процесс. Темнота и тишина. Свет, проникающий сквозь шторы, мешает заснуть. Здесь с организмом происходит то же, что и в случае со смартфонами, не вырабатывается нужный для засыпания гормон. В такой ситуации только одно решение – купить новые светонепроницаемые шторы. Гораздо сложнее ситуация обстоит с уличным шумом. Звуки отвлекают и не дают заснуть. Можно предпринять радикальные меры и поменять окна. Но есть и более простое решение проблемы. Нужно приучить себя спать в берушах. Полная темнота и тишина лучше всего способствуют качественному сну. Дискомфорт. Также проблема со сном может быть связана с неудобной кроватью. Бывает, что вы ложитесь и еще целый час ворочаетесь в поисках удобного положения. Тогда проблема, скорее всего, кроется в неудобстве вашей кровати или матраса. Если, например, вы спите на раскладном диване, то его лучше в ближайшее время заменить на кровать. Если же спите вы не на диване, а засыпаете все равно плохо, то стоит обратить внимание на ваш матрас. Лучше всего спать на жестком, поэтому ваш очень мягкий матрас тоже следует заменить. А если проблема не в матрасе? Вы уже проверили ваш матрас и убедились, что он достаточно жесткий. Проблема может быть не только в нем. Подушка также играет немаловажную роль в процессе засыпания. Во время сна тело должно находиться в правильном положении, а именно позвоночник должен быть прямой. Не должно происходить лишней нагрузки на какие-либо мышцы. Исходя из этого, нужно подобрать подушку для правильного положения тела. Также не стоит забывать, что ее необходимо менять каждые 2 года. Спите в пижаме. Как вы предпочитаете спать, в одежде или без нее? Британские ученые выяснили, что сон без одежды способствует большему расслаблению организма. Но сон в пижаме гораздо полезнее и поможет избежать непредвиденных неудобств.
Летом, например, все мы проветриваем помещение, открывая форточки. И в таком случае пижама поможет нам предотвратить нежелательную прохладу. Также, когда вы ложитесь в еще холодную кровать, ночная одежда не даст вам почувствовать разницу температур между холодной кроватью и вами. Также есть тут и психологический аспект. Если засыпание нагишом помогает лучше расслабиться, то сон в одежде дает большее чувство защищенности. В таком вопросе также стоит обратить внимание на то, что пижама должна быть удобной и сделана из качественных материалов. Только при таких условиях можно облегчить процесс засыпания и улучшить качество сна. Подготовьтесь ко сну. У всех нас предпочтения, и если кому-то нравится больше времени проводить на воздухе, а кому-то в теплой квартире, то это также может сыграть свою роль. Если вы любите свежий воздух, сходите на небольшую прогулку перед сном. Это поможет организму расслабиться и приобрести небольшую усталость, что существенно облегчит засыпание и укрепит сон. Для людей, которые не любят прогулки, также есть выход. Примите теплую ванну. Она расслабит весь организм и не воспрепятствует отходу на ночной отдых. Также многие считают, что различные ароматические свечи обладают снотворным эффектом, но проводимые исследования так и не доказали эффективность такого способа. Не волнуйтесь, постарайтесь вечером не конфликтовать и не нервничать. Взбудораженное чувство только препятствует сну. Во-первых, когда вы злитесь и нервничаете, то не перестаете думать о насущном, что не дает мозгу расслабиться. Во-вторых, в такой ситуации работает активно не только мозг, но и все остальные органы. Поэтому постарайтесь проводить вечера как можно спокойнее, без всплеска лишних эмоций. Таких эмоциональных всплесков следует избегать не только вечером, но и в течение дня, потому что истраченные нервные клетки, как мы все знаем, не восстанавливаются. Не мучайте себя. Легли в кровать, а сон так и не спешит вас посетить? Не стоит переживать по этому поводу. Лучше всего в этом случае принять этот факт, а не ворочаться полночи и переживать по этому поводу. Если по прошествию 20 минут заснуть так и не получилось, попробуйте слегка отвлечься. Прочитайте небольшой рассказ или несколько страниц из книги. Выпейте стакан теплого молока, лучше всего с медом, и только после того снова ложитесь в постель. Недолгое чтение поможет вам слегка отвлечься и расслабиться, а молоко поможет выработать гормоны сна, о которых мы уже говорили ранее – серотонин и мелатонин. Сон – один из самых важных процессов для организма. Он способствует правильной работе всех органов и помогает нам отдохнуть от дневных усталостей. Поэтому стоит очень внимательно относиться к проблеме незасыпания. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем до новых встреч и будьте здоровы!